Народ, всем привет! В прошлом видео я рассказывал вам о том, как мы заливали сваи для нашей новой пристроечки на даче. И вот пришло время выставлять опалубку. Опалубку мы выставляли из досок, из которых была разобрана старая пристройка. Из старых добрых досок, которым уже лет 50. На самом деле так случилось, что дерево мы вообще не покупали, и оно в принципе не пригодилось. Как я рассказывал, опять же, у нас такая геология участка, что участок наклонный. И в начале фундамента вы можете видеть, какая получилась высота опалубки. Хотя, с другой стороны, она примерно 15-20 сантиметров от земли. После того, как поставили первые внешние щиты, начали прокапываться вовнутрь, делать такой вот поясок, буквально на штык лопаты в районе свай. Сделано это для того, чтобы когда мы будем заливать уже ростверк или ленту поверх свай, чтобы бетон хорошо соприкасался непосредственно со сваями. Дальше перешло дело канализации. Когда мы проводили канализацию, ребята, которые проводили канализацию, оставили трубу, не заводя ее в то место, где будет пристройка. Поэтому трубу пришлось заново выкапывать и удлинять. При этом мы оставили специально за домом вот такой вот как обслуживающий. Вот сама канализация уже введена непосредственно под ленту фундамента. Закопались, положили трубы. Все, конечно же, сделано по уровню, под углом. Водичка хорошо уходит, все проверено. И все это дело уходит вот туда вдаль. Там у нас вдалеке зарыты два колодца по 2 полутораметровых кольца. После прокопали вот такую вот Г-образную траншейку. В эту траншейку будет тоже заливаться бетон. Это будет часть фундамента, которая под стенку, которая будет отделять туалет от ванной. И вот время арматуры. Арматура вязалась 12-я, которые вот пешечки по кругу. Ну, в данном случае не пешки, а ошки. Мы делали такие колечки. Они шестерочки. Арматура вязалась в 4 прута, полностью по кругу, включая часть перегородочную, вот эту пешку. Все делалось из 12-й арматуры и на 6-е ошечки. Шаг между ошками полметра примерно. Вся арматура завязывалась и привязывалась к сваям. Весь этот каркас получился достаточно прочный и устойчивый. Полностью перевязывались по кругу, ко всем сваям, ко всем 4 прутам, торчащим из сваи. Поэтому сваи между собой и с лентой будут перевязаны просто намертво. По углам все это делалось с хорошим нахлестом. Когда гнулись углы, нахлест там почти по метру у меня получился. На этом я не экономил, ничего не отрезал. И все хорошенечко перевязано вязальной проволочкой 1 и 2 мм толщиной. Все внешние, кстати, в дальнейшем и внутренние щиты были проставлены вот такими вот треугольными распорками, чтобы опалубку не расперло непосредственно при заливке. Я очень боялся, что опалубка из этих старых дохлых досок лопнет. Поэтому делали с достаточно редким шагом, там буквально в 60-70 сантиметров все эти распорочки. И, конечно же, с клиньями в землю. А вот так мы гнули ошки. Берем трубу, 6-ю арматуру и вокруг сапога в 3 приема. 1, 2 и 3. И получается очень классное колечко, которым потом было очень удобно перевязывать 12-й пояс, 12-ю арматуру. Все колечки гнулись в одинаковые, поэтому очень прямой каркас получился. И вот уже пошло обустройство внутренней опалубки. Распорки, которые вы видите по центру, нарезаны ровно по 30 сантиметров. Они временные. В дальнейшем они убирались. Было сделано это для того, чтобы расставить внешнюю и внутреннюю опалубку ровно на 30 сантиметрах друг от друга. Тем самым везде получилась лента одинаковой толщины.
внутри самой опалубки было решено простелить пленку. Это обычная серая, самая дешевая пленка, купленная в Гипере. Она там, по-моему, 150 микрон идет. А говорят, что если простелить внутри опалубки пленку, то получится очень красивая, ровная бетонная стена. При этом доски останутся целые, и в дальнейшем их можно будет использовать где-нибудь еще. Напомню, фундамент мы льем полностью по кругу, так как мы хотим сделать стенки у нашей пристройки с 4 сторон, а не пешку, чтобы в дальнейшем, когда-нибудь, может быть, снести деревянный дом и уже к пристройке перестроить что-нибудь другое. А вот так вот вязалась арматура. Заранее готовилась вязальная проволока, складывалась пополам и сгибалась в такие вот гэшки, примерно 1 к 2. Тем самым было достаточно легко и удобно и быстро все это дело вязать. Проволоки, скажу честно, не жалел. Чем длиннее хвост, тем легче вязать. Вот так вот хоп и в один прием. А напомню, если вы смотрели видео про то, как я вязал каркасики для свай, там у меня на один каркас, на первый каркас ушло 1,5 часа. Потом уже было все достаточно быстро, рука набилась. Делаю все впервые, напоминаю. И вот такой вот получается у нас постепенно собирается опалубка. Уже фундамент начинает принимать свой облик. Внешняя опалубка расставлена полностью, и потиху заканчивается обставляться внутренняя опалубка. А дальше у нас закончились доски. И даже не вся часть внутренней опалубки уже собиралась, как говорится, из сопутствующих материалов и палок. А именно каких-то шкафов, каких-то кусков ОСБ, ДСП, найденного на участке. Что-то подкинул сосед, какого-то мусора и так далее. Но хочу сказать, что опалубка собралась достаточно ровно. Собиралось все по лазерному уровню. И в дальнейшем при заливке оно, конечно, дало о себе знать. Все сделано очень ровно, с одинаковыми расстояниями и достаточно прочно и качественно. Здесь у нас будет кухня и санузел. Кухня получится примерно 12 или даже 13 квадратных метров, и примерно 5-6 квадратных метров будет туалет с ванной. Ну а вот уже опалубка приняла свой окончательный облик. Распорочки были убраны, сверху были набиты палочки пошире, чтобы при заливке саму опалубку не расперло по сторонам. С обеих сторон опалубки, конечно же, идут распорки. По обеим стенкам идет пленка. Внутри собран каркас из арматуры. И, в принципе, все готово уже непосредственно к заливке. Канализация введена заранее. Заранее введена вода. И также вы можете видеть оранжевые трубки 25 диаметра. Они с зонтом. Все это введено для того, чтобы в дальнейшем, может быть, при смене счетчика, когда понадобится счетчик поставить не в доме, а на улице, мы могли тоже затянуть в дом проводку. Лишним не будет, во всяком случае. Все это внутреннее пространство после заливки фундамента будет засыпаться песком и поверх литься бетонный черновой пол. Может быть, даже и до теплого пола дойдет дело. Пока мы над этим просто думаем. Когда будет заливаться бетон, высота опалубки по факту получилась выше изначально задуманного, примерно на сантиметров 15. Но опять же из-за геологии участка. И чтобы бетон не касался деревянной стены дома, была проложена пеноплекс-троечка ровно в уровень с опалубкой. Тем самым мы зальем бетон по уровню данного пеноплекса. И он не будет прикасаться к дереву, и дерево не будет натягивать влагу. Последнее, что было проделано перед заливкой,
Я полностью засыпал песком всю опалубку с внешней стороны по кругу. И с внутренней стороны опять же чуть-чуть подсыпал песка, чтобы бетон не попер через щели между опалубкой и землей. С внешней стороны я ее подсыпал, особенно в начале фундамента, в начале опалубки, так как у нас очень высокая опалубка получилась, примерно 70 сантиметров над землей. А собрана она, напомню, из абы чего. Ни одной доски не было куплено. Все доски старые, треснутые, полугнилые, где-то шкафы, где-то еще какие-то куски ДСП. Но надеюсь, что после заливки все это дело выдержит и не подведет нас. Собрано все с распорками, подсыпано. Но дальше будем заливаться. Поэтому, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, смотрите другие видео. Ну а мы потиху продолжаем ваять нашу новую пристройку. Всем пока!